Привет! Вы на канале Russian Language Club, и я нахожусь в центре Москвы, потому что сегодня со мной Арина, и мы готовим для вас новое видео с экскурсией по Москве. Арина, где мы? Привет! Мы с тобой находимся в доме-колодце. Кстати, тоже это особенность для Москвы, не характерная черта. Этот дом-колодец находится на Большой Садовой улице и известен он в Москве как первый адрес проживания такого великого писателя, как Михаил Афанасьевич Булгаков. Как мы тут оказались и чем он для нас интересен? Да? Сегодня мы с тобой гуляем по району Патриарших прудов. Этот район известен прежде всего тем, что фигурирует в одном из самых знаменитых романов 20 века, который называется «Мастер и Маргарита». Ну, соответственно, сам «Мастер и Маргарита» написан Михаилом Афанасьевичем Булгаковым. И конкретно, вот если мы посмотрим с тобой наверх, на самом верхнем 5-м этаже, увидим окна вот с открытым окошком, да, с открытой форточкой. Это место, где поселяется в 1921 году Михаил Афанасьевич Булгаков, переезжая в Москву. Как он здесь оказался? Оказался он следующим образом. Сам Михаил Афанасьевич родом у нас из города Киева. В городе Киеве он знакомится со своей первой женой, которую звали Тася. Знакомятся они совсем молодые, ей 18, ему 19, между ними вспыхивает любовь. Они женятся, и во время свадьбы происходит очень странная ситуация. Во время венчания его жена, будущая Тася, смеется. Для венчания это совершенно не характерная ситуация. Все гости в шоке, поп тоже в шоке, он не понимает, что происходит. А вот со слов сестры Михаила Афанасьевича мы знаем, что перед этим между ними разыгралась трагедия. Дело в том, что мы говорим с вами о начале 20 века, и тогда еще девушки не могли выходить замуж, то есть не было другой формы брака, кроме как венчания. Неужели она была против? Нет, она не была против, она за неделю до этого сделала аборт. Потому что Ребенок Булгакова был? Да, она не могла венчаться, не могла в церкви жениться, уже будучи беременной. То есть они обманули церковь, и поэтому у нее был такой смех. У нее был нервный срыв, и, собственно, наверное, этот нервный срыв как-то предвосхитил их любовную историю в дальнейшем. Что происходит дальше? Дальше наступает революция, в Киев наступают советские войска или красные. Начинается гражданская война, Булгаков всегда поддерживал белое движение, он доктор, он устраивается полевым доктором в белое движение, и они вместе с белым движением, с его женой начинают перемещаться на юг России. Они перемещаются, так они доходят до Владикавказа, и во Владикавказе Михаил Афанасьевич тяжело заболевает, у него тиф, он очень тяжело болеет. А в этот момент к городу подступают красные. И получается, что все белое движение, что они задумывали? Они задумывали перейти через горы и оказаться таким образом в Грузии. А уже потом, соответственно, сесть на корабль и уплыть в Константинополь. Но в связи с тем, что Михаил Афанасьевич очень сильно болен, врач говорит его жене Тасе, что перевозить его нельзя, что он на первом же переваре умрет. И им приходится остаться. И когда Булгаков выздоравливает, он уже выздоравливает в советском Владикавказе. Вот этот вот момент, он для него на всю жизнь остался очень тяжелым и трагичным. Вплоть до того, что он до конца не мог простить жену, что она его, по крайней мере, не попробовала вывести. То есть он считал, что лучше бы он умер по дороге, чем он остался в городе, который в итоге вошел в состав Советского СССР. Ну и, соответственно, уже вариантов уехать куда-то у него не осталось. Вот такая вот начало семейной жизни. После Владикавказа Булгаков переезжает в Москву вместе с женой и селится вот в этом вот доходном доме. В тот момент здесь находятся сплошные коммунальные квартиры. И одной из коммунальных квартир на 5-м этаже поселяется Михаил Афанасьевич с женой. Здесь он проживет 3 года. И за всю жизнь в Москве он считал это худшими 3 года в жизни, потому что в этой квартире селили, скажем так, простой контингент. То есть тут в основном жили какие-то очень простые рабочие и служащие. И многие из них вели, так сказать, разгульный и не совсем интеллигентный образ жизни. Например, рядом с Булгаковым жил рабочий, которого звали Василий.
который каждый день напивался и играл по ночам на гармошке. И успокоить его было невозможно. Почему Булгакова это беспокоило? Дело в том, что, переехав в Москву, он начинает свою писательскую карьеру. И по ночам он пишет свой гениальный роман «Белая гвардия». И, как вы понимаете, когда это за стенкой тебе играют на губной гармошке, писать роман довольно-таки сложно. Это первое. Второе. В соседней комнате жила проститутка, которой по ночам ходили, так сказать, клиенты. Клиенты часто приходили нетрезвые, путали двери, пытались зайти к Михаилу Афанасьевичу с женой. Еще в одной соседней квартире жила Аннушка, которая варила самогон. Та самая Аннушка, которая стала прототипом Аннушки из романа «Мастер и Маргарита». Если мы посмотрим с вами назад, то увидим, что там находятся скульптуры, памятник. Это памятник авторства скульптора Рукавишникова. И, соответственно, памятник посвящен как раз-таки роману «Мастер и Маргарита». Мы здесь с вами видим коровина и, соответственно, кота Бегемот. И свою эту квартиру, как он ее называл, нехорошую, именно под именем нехорошей квартиры, он тоже поместил в роман «Мастер и Маргарита». Это та квартира, в которой поселится Воланд, из которой он начнет свои мистические действия оказывать на Москву. Давайте теперь поговорим о истории возникновения самого места Патриаршие пруды. Да, первый вопрос, который возникает: почему Патриаршие пруды, если церквей тут никаких нету и пруд вообще только один? Но все это очень легко объясняется. Дело в том, что сама эта местность известна с XVI века. Известна она тем, что это, скажем так, ближнее Подмосковье, в котором живут крестьяне, и эти крестьяне выращивают коз. Коз они выращивают, потому что сама местность это была лесная, но на ней были большие поляны. А кроме всего прочего, здесь начинали свое русло 3 небольшие речки. То есть здесь были и лес, и полянки, то есть где щипать травку, и еще и водичка, так сказать, была. Поэтому вот эта местность использовалась для выращивания козочек. Что происходит дальше? Дальше, как мы знаем, реки имеют такое свойство каждую весну разливаться. Поэтому местность весной заболачивалась. Вот отсюда и пошло название Козье болото. Козье болото нашло свое отражение даже в названии тех переулков, которые до сих пор существуют. Например, Казихинский переулок. Еще чуть-чуть откручиваем исход истории вперед и попадаем с вами в 16 век. В 16 веке эту местность отдают московскому патриарху Гермогену. И поэтому название Патриаршия, от слова патриарх. Да, от того, что эта местность принадлежала московскому патриарху. Это не значит, что здесь он сам жил. Просто это была та местность, где патриарх мог эту местность использовать для, так сказать, для своих нужд. И он, в принципе, так и продолжил ее использовать. То есть здесь продолжили выращивать козочек. И говорят, что пух с этих козочек поставлялся к царскому двору. У нас с вами наступает эпоха польско-литовской интервенции. И патриарх Гермоген сыграл в этой эпохе очень важную роль. Он был одним из тех, кто помог выгнать польско-литовских интервенцев из Москвы и привести на царствование новую правящую династию Романовых. Но сам он, увы, погиб. У патриарха Гермогена его мирское имя был Ермолай. Поэтому здесь стояла церковь святого Ермолая, а переулок, который вот
упирается вот в красное здание, до сих пор носит название Ермолаевский. Идем с вами дальше. Значит, что у нас дальше происходит? Дальше эта местность продолжает принадлежать патриархии Московской. И раз уж здесь образуются в природном плане болота, то они начинают использовать эту местность по своему, так сказать, природному назначению. Значит, что они делают? Приказывают вырыть здесь 3 пруда, патриаршие как раз таки, в которых выращивалась рыба для стола царя. Не патриарха. Нет. Да, то есть патриаршие пруды поставляли ежедневно рыбу на стол царя. Да. Ну и, соответственно, отсюда, как мы с вами уже выяснились, к тому времени было как раз-таки 3 пруда. Что происходит дальше? А дальше у нас в 18 веке на царствование вступает Петр I, который упраздняет патриаршество. Он создает орган, который управляет всеми церквями, называет его Синод. Во главе этого Синода ставится человек, которым руководит, это обер-прокурор Синода. И эта местность, так как у нее нету как бы хозяина-руководителя, она начинает приходить в упадок. Опять пруды заболачиваются, здесь перестают выращивать рыбу. Здесь просто остаются жить те крестьяне, которые принадлежали церкви, они так и принадлежат и продолжают здесь жить. Мы дошли с тобой до здания Володских доходных домов. Вот, и нам они интересны в нашей экскурсии любовной, потому что здесь, вот в этом вот подъезде, жила со своим 6-м мужем Людмила Марковна Гурченко. Как известно, мужей у нее было 6 штук, причем все официальные. Первый муж был ее одногруппником по университету, да, в котором она училась, только она училась на актерском факультете, а он на режиссерском. Не будем всех повсеместно перечислять, кто у нее там был. У нее был и просто богатый сынок состоятельных родителей. Как известно, Иосиф Кобзон тоже был ее мужем, а целых 6 лет они смогли прожить вместе. Как потом в воспоминаниях Гурченко писала, что 2 творческих человека не могут ужиться вместе, хотя потому, что Иосифу постоянно нужно было, чтобы им все время занимались. Вот, и чтобы создавали его антураж, а она на это была не готова. И самое интересное, что в последнем муже, его звали Сергей Сенин, она знакомится в возрасте 60 лет. Она снимается в его фильме, он был продюсером, был моложе ее на 20 лет. Часто эту историю рассматривают с той стороны, что якобы молодой мужчина покусился на, скажем, деньги Людмилы Марковны. Но тут стоит понимать, что он к тому времени довольно-таки обеспеченный продюсер, то есть никакого мезальянса денежного в этом не было. Но самое интересное, по воспоминаниям самой Людмилы Марковны, она в нем увидела своего любимого отца. Вообще Людмила Марковна неоднократно в интервью говорила, что самый главный мужчина ее жизни и самый любимый мужчина ее жизни – это ее отец, это Марк Гурченко. Он тоже был в театральной среде, он играл в театре, он был актером в театре. И вот этот вот Сергей, который младше ее практически на 20 лет, он напомнил ей ее отца, и даже называл он ее точно так же, как отец, он называл ее доченькой. И вот, выйдя за него замуж, они поселяются в квартиру вот эти вот в районе Патриарших прудов. 3-комнатная здесь квартира в доходном доме, это доходный дом начала 20 века. И проживет она здесь свои последние 8 лет, с 2003 по 2011 год. И, собственно, в этой же квартире, можно так сказать, практически на руках у мужа она тихо и скончается. Сергей Сенин был настолько почитателем своей жены и ее творчества. Во-первых, он больше не женился, а во-вторых, из квартиры он сделал ее дом-музей. То есть в эту квартиру можно прийти, она работает не каждый день, но туда можно записаться. Она интересна тем, что там полностью сохранился интерьер, в котором жила Людмила Гурченко. Там сохранились ее любимые предметы интерьера, зеркала, картины, даже бра. По ее же воспоминаниям, самой дорогой покупкой, которую она сделала на гонорар от карнавальной ночи, это был подсвечник
Петровской эпохи. То есть практически весь свой гонорар, который она получила после того, как сыграла в «Карнавальной ночи», она потратила на антиквариат, подсвечник Петровской эпохи. И если, опять же, интересуетесь творчеством Гурченко, в ее доме музее находится более 800 ее платьев. Известно, что она очень любила шить сама, и очень многие платья она либо сама шила, либо сама дорабатывала. Она умела очень хорошо шить и вышивать, и вот как бы таким образом многие платья она сама вручную дополняла какими-то там стеклярусами, где-то делала вышивку. И, соответственно, если интересно, здесь находится 800 ее платьев. 5 минут, бой часов раздастся вскоре. 5 минут, помиритесь те, кто в ссоре. Итак, значит, мы с вами стоим в Трехпрудном переулке, где в конце 19 века на месте вот этого вот красного дома находился такой маленький особнячок деревянный, в котором родилась Марина Ивановна Цветаева. Особнячок этот принадлежал ее отцу Ивану Цветаеву, который известен был как профессор Московского государственного университета и как человек, который основал музей изобразительных искусств, который сейчас нам известен с вами как Пушкинский музей. Мама Марины Ивановны Цветаевой была тоже человеком творческим. Она была пианисткой, играла на фортепиано в консерватории в Московской. Вот в такой вот творческой семье появляется, соответственно, на свет Марина. Марина всегда была очень живой, яркой, очень много фантазирующей девочкой. Поэтому мать, которая мечтала из нее сделать тоже, как и она, чтобы Марина играла на фортепиано, у нее не вышло, потому что сидеть по много часов, заниматься игрой на фортепиано Марина не могла в силу своего эмоционального другого характера. Вот. Но, с другой стороны, ей часто в этом помогал отец, то есть она была самой младшей дочкой, и отец ее очень любил, и поэтому часто выгораживал перед матерью, потому что мать была довольно-таки такая серьезная и жесткая женщина, в семье никогда не было принято какое-то ласка. В этом же доме Марина очень любила этот родительский дом. Она оставила о нем воспоминания в стихах. Я обязательно вам прочту эти стихи. И здесь она прожила до 18 лет. В 18 лет она вместе со своим другом Максом Волошиным по его приглашению едет в Крым. В Крыму у его семьи, у Максимилиана Волошина, есть большая дача. Дача находится рядом с Алуштой. Она говорит своему другу Максимилиану Волошину, что я влюблюсь в того молодого человека, который, значит, найдет на пляже среди галек мой любимый камень, подарит мне его, и главное угадает, что это мой любимый камень, это сердолик, розовый сердолик. Ну и буквально на следующий день в гости к нему уже, к Максимилиану Волошину, приезжает еще один молодой человек, его звали Сергей Ефрон. Ну и тут уж решайте сами, то ли он сердцем почувствовал, то ли, может быть, ему подсказали. Да, но тем не менее на следующий день он преподносит на пляже Марине этот розовый сердолик, этот камень был ее талисманом, она пронесет его через всю жизнь. Ему 17, ей 18, они возвращаются в Москву и ждут еще полгода, прежде чем пожениться. Они женятся, и очень скоро на свет появляется их первенец, девочка, которую назовут Ариадной. Далее ситуация разворачивается довольно-таки сложно. Дело в том, что в скором времени начинается революция и гражданская война. А гражданская война в Москве происходила очень тяжело, то есть были очень сильные бои, и в них участвовал Сергей Ефрон, и Марина очень за него переживала. Боялась, что его могут убить. Она в то время находилась в Крыму. Она пишет ему в письмах, что если ты выживешь, то я всю жизнь буду за тобой следовать, как твоя собака. И это предсказание на самом деле сбылось. После того, как власть в Москве захватили большевики, Сергей Ефрон вместе с Белой армией уходит на юг, а потом садится на теплоход и уезжает сначала в Константинополь. Марина, так как у нее к тому времени двое детей, у нее родилась еще младшая доченька Ирочка, она не может уехать, она остается в Москве. И начинается самый тяжелый, мне кажется, момент в жизни Марины Ивановны, потому что в Москве очень холодная зима, голод, ей нечего есть. Она устраивается в своем же доме, где она жила уборщицей, только чтобы хоть что-то зарабатывать на жизнь. Ей не хватает денег для того, чтобы прокормить дочерей, и младшая дочь ее умирает. Буквально через
небольшой промежуток времени она получает письмо от мужа, который зовет ее к себе в Прагу. Он через Константинополь эмигрировал в Прагу и поступил там в Пражский университет учиться. И студентам там предоставляли, ну, естественно, стипендию и общежитие, куда Марина могла приехать. У Марины нет денег для того, чтобы уехать, и ей помогает еще один друг. Это писатель Илья Оренбург. Он ей дает деньги для того, чтобы она с одним чемоданчиком, то есть у нее настолько неплохо жили, что вся ее скарб, который состоял, естественно, из ручки, из бумаги, то есть Марина Ивановна, она каждый день писала. Из каких-то самых минимальных оставшихся вещей. И дочь Ариадна, вот они садятся в поезд и едут к отцу, к Сергею Фрону в Прагу. И, как вы уже понимаете, дом Марины Ивановны, с которой она жила с родителями, находился вот здесь. А прямо наискось мы видим, находится книгопечатня Левинсона. И это типография, в которой печатались книги, альбомы. Скоропечатня это была очень известной, потому что Левинсон напечатал всю продукцию для празднования восшествия на престол Николая II. И за это он получил знак, то, что он является поставщиком его императорского величества. И именно в эту скоропечатню первый свой сборник стихотворений в 14 лет относит Марина Ивановна Цветаева. То есть здесь она написала и через дорогу пошла и отнесла. Издавать. У Марины был старший брат, он был медиком, врачом. А к тому времени уже умер и ее отец, и мать. И он в этом особняке устраивает, ну, не больницу, но приют для раненых, он здесь их лечит. Но у нас же как, у нас первая еще не успела закончиться, как началась революция, а потом гражданская война. Вот в этот вот зима между революцией и началом гражданской войны, вот 1917-18, по историческим сведениям, она была, во-первых, очень тяжелая в плане, она была очень холодная, а во-вторых, это самый апогей, так сказать, бесчинств, который творился в Москве. В Москве были очень жесткие сражения. На фоне вот этих вот жестких сражений были случаи мародерства, краж, убийств. И этот дом, который знали, что он принадлежит профессору Московского института, значит, соответственно, вот этой вот императорской интеллигенции, его просто разобрали на отдельные деревяшки и сожгли. И на его месте построили вот такой вот красный дом. Итак, значит, мы с вами остановились на том, что Марина Ивановна приехала вместе с дочкой к Сергею в Прагу. В Праге они проживут 5 лет, после чего им придется уехать во Францию, потому что учеба закончилась, а устроиться там на работу Сергей не смог. К этому времени у них рождается последний, самый младший сын, которого зовут Георгий, но они все его ласково на французский манер называют Муром. Они переезжают в Париж, и вот в Париже, наверное, тоже очень сложный период жизни, они живут очень-очень бедно, снимают на окраине какую-то очень маленькую однокомнатную квартирку. И вот эта вот бедная жизнь, непрекаянная невозможность строиться в новую жизнь, новую эпоху, она приводит к тому, что Сергей решается на то, чтобы сотрудничать с советскими властями и с НКВД, и становится таким как бы... Шпионом? Двойным агентом? Да, скажем так. В чем суть его деятельности состояла? Он рассказывал о том, как эмигранты живут в Париже. Ну, то есть рассказывал какие-то сведения о тех людях, которые были интересны советской власти. А Цветаева знала? Да, она знала об этом. Даже перед друзьями, которые продолжали сохранять, так сказать, верность белому движению, она оправдывала Сергея. Но в Париже они проживут недолго. Сергея зовут в Москву, работать в Москву. И первая в Москву уезжает старшая дочь Ариадна. За ней уезжает туда Сергей, но оставшаяся Марина и Мур еще живут год в Париже, а потом переезжают тоже обратно в Советский Союз. Но жизни там счастливой у них, увы, не выходит. Первую НКВД забирает Ариадну. Вот. Ее очень долго держат на допросах, и она рассказывает, соответственно, что родители ее раньше были белых взглядов, что они считают советскую власть, так сказать, плохой, негативно пришедшей, не имеющей прав на власть. Ну и, соответственно, ее сажают. И буквально сразу же сажают и самого Сергея Фрона как предателя. Хотя он сотрудничал с советской властью, все равно его так посадили. как, в общем, факт остается фактом, да, может быть, думали, что он двойной агент, а вдруг он, может, не только с нами сотрудничает, но и с ними, но, тем не менее, Ариадна до 1955 года проведет в лагерях. Сергей
другие расстреляют очень скоро. Переехавшие в Москву Мур с Мариной останутся вдвоем. Мур железнодорожник. Марину с Муром, как железнодорожника, переводят во время начавшейся Великой Отечественной войны в эвакуацию. Но жизни этой еще один переезд, плюс сын, который совершенно не понимает мать, Марина не перенесет. В эвакуации в 1941 году, в августе 1941 года она повесится. Вот такая вот довольно-таки трагичная история, которая началась в районе Патриарших прудов. И вот этот вот дом, в котором она жила, отеческий дом, Марина до конца жизни вспоминала как один из самых светлых и счастливых моментов своей жизни. Там она была счастлива, там она занималась той деятельностью, которую она любила. Больше всего она любила писать стихотворения. Ну и, соответственно, там она написала строки, которые, я думаю, знают каждый из вас. Мне нравится, что вы больны не мной. Мне нравится, что я больна не вами, что никогда тяжелый шар земной не уплывет под нашими ногами. Эти стихи Марина посвятила своей сестре и ее первому возлюбленному. Дело в том, что сестра ее была, в отличие от нее, тихая, совершенно не экстравагантная девушка. И по Москве часто ходили слухи, что на самом деле молодой человек приходит не к ней, а к Марине. И это вот такой ответ Марины Ивановны московским слухам.